На сегодняшний день кетчуп по праву считается самым популярным соусом. Его употребляют с мясными блюдами, пиццей, пастой, различными салатами, используют для приготовления других соусов и многого другого. По сути, кетчуп давно уже является универсальной приправой, широко распространенной по всему миру. Было создано множество вариаций кетчупа, но версия на основе томатов появилась лишь спустя примерно столетие после других видов. В 1824 году рецепт кетчупа на основе томатов появляется в кулинарной книге Мэри Рэндольф «Домохозяйка из Вирджинии». Модифицированный рецепт кетчупа, который широко распространен сейчас, появился в начале 20 века в США в результате обсуждения необходимости применения консерванта бензоата натрия. Промышленники, в частности Генридж Хайнц, производили кетчуп на основе густой томатной пасты, полученной вакуумным выпариванием без нагрева. В отличие от невыпаренного томатного сока, паста может долго храниться при комнатной температуре. Со временем густота стала самым свойством кетчупа. Давайте же разберемся в этапах производства кетчупа. Первое – это сбор урожая, для этого используются большие автоматизированные комбайны для сбора помидоров. Подготовка сырья перед консервированием включает мойку, инспекцию, сортировку, калибровку, очистку и измельчение. Основная стадия сортировки плодов выполняется в фотоэлектронных сортирователях. На одной дорожке сортируется около 10 плодов за секунду. Томаты по ленточному транспортеру поступают в зону светового потока лампы. Отраженный поток света попадает на фотоэлемент в зависимости от цвета плодов. Цвет имеет различную длину волны, и если отраженный световой поток не соответствует установленному красному цвету, то при помощи электромагнитов приводятся в действие заслонки, которые сбрасывают зеленые и бурые помидоры с транспортера. Плоды красного цвета подаются на дальнейшую переработку. Одна из самых трудоемких операций в технологии консервирования является очистка. При очистке удаляют несъедобные части сырья, плодоножки плодов, семенные камеры и многое другое. Для отделения кожицы от плода используют параметрическую обработку. При выходе из зоны повышенного давления после обработки паром при резком перепаде давления кожура разрывается, а затем легко отделяется при помощи моечной очистительной машины. На следующем этапе сырье измельчаю для придания ему определенной формы, для облегчения проведения последующих процессов обжарки, выпаривания и прессования. Основным компонентом кетчупа является томатная паста. В процессе производства концентрированных томатопродуктов кожица, семена и сосудистые волокна, не представляющие непосредственной ценности для получения готового продукта, удаляют. Дробленную пульпу протирают на протирочной машине. В результате этой операции и отделяются грубые включения, а кроме того, на 30–50% снижается массовая доля горького вещества, что улучшает вкус и качество готовой продукции.
Томатную пасту варят в вакуумно-парных установках. Отсутствие контакта с воздухом и низкая температура кипения обеспечивают сохранение витаминов, красящих веществ и других ценных составных частей сырья. После приготовления томатной пасты или томатной массы добавляют пряности. Их вводят измельченными в виде водной или уксусной вытяжки. Кетчуп из свежих томатов варят около 45 минут, а затем их фасуют в стеклянные или металлические лакированные банки.